Меры, которые Евросоюз ввел в июне в отношении ряда слуг режима и предприятий, где нарушаются права рабочих, в очередной раз показывают, что экономический путь борьбы с диктатурой самый эффективный. Так, на днях стало известно, что 4 крупные западные компании решили прекратить сотрудничество с БелАЗом и БМЗ из-за 4-го пакета санкций. Об этом стало известно Профессиональному союзу белорусов Великобритании. В письмах, которые получили члены союза от компаний Беккер Групп, Липхер, Данфос и Йокогама, указано, что производители, которые ранее поддерживали деловые отношения с белорусскими предприятиями, прекратили все операции в связи с введением санкций. Это означает немалые финансовые потери для промышленных гигантов. Например, БМЗ потерял давнего партнера, японскую компанию Йокогама, которая долгие годы закупала на предприятии Металлкорд. К слову, подчеркнем, что европейские санкции действуют не только со стороны стран Евросоюза. Помимо упомянутой Японии, к ним также присоединились некоторые скандинавские страны и Великобритания. В частности, Соединенное Королевство ввело собственные экономические меры в отношении завода «Агат», выпускающего продукцию военно-промышленного комплекса. Помимо этого, британские санкции затронули белорусскую нефтяную компанию и Белаэронавигацию. Напомню, что ранее крупнейший производитель двигателей Rolls-Royce также отказался от сотрудничества с БелАЗом. Очевидно, что такими темпами в ближайшее время никакого другого рынка сбыта, кроме сочувствующих диктатур третьего мира, у Лукашенко не останется. Вот только насколько платежеспособны такие партнеры – это большой вопрос. На днях появились подробности задержания бывшей жены лидера движения «За свободу» Юрия Губаревича. Почти неделю назад, когда в Минске начались массовые зачистки активистов, к Станиславе Губаревич домой тоже пришли силовики. Правда, с постановлением на обыск, выписанным на имя Юрия, так как он тоже прописан в этой квартире. Однако то, что творили представители режима, назвать обыском крайне сложно. Вещи они просто сбрасывали на пол, практически не рассматривая. По словам женщины, поведение силовиков скорее напоминало акт устрашения, чем обыск. После в квартире был найден БЧБ-флаг, его повесили на балконе, а Станиславу под угрозой избиения заставили переодеться в рубашку и носки с красными полосками. Созданный ненавистный силовиками образ они сфотографировали, а женщину увезли в РУВД, где на нее составили протокол за проведение одиночного пикета. В нем силовики ни слова не написали про обыск, а причиной заявиться домой к задержанной назвали вывешенный на балконе флаг, который они якобы увидели с улицы. В суде Анастасия Губаревич рассказала, как все было на самом деле, но на решение это не повлияло. На ее слова просто не обратили внимания. В итоге женщине присудили штраф в размере более 2000 рублей. Очередное сомнительное достижение упало в копилку режима. Стамбульская академия уголовного права опубликовала статистику по странам о количестве заключенных на душу населения. В этом рейтинге Беларусь оказалась на первом месте с 345 заключенными на 100 тысяч населения. С небольшим отрывом второе и третье места разделили Турция и Россия. В других государствах этот показатель оказался существенно ниже. Отметим, что аналогичная ситуация происходит и с другими рейтингами, исследующими уровень прав и свобод. Так, в последние годы Беларусь уверенно сползает вниз индекса демократии от британского исследовательского центра Economist Intelligence Unit. В прошлом году наша страна оказалась на 148-м месте из 167, уютно расположившись между Гвинеей-Бисау и Суданом. А согласно рейтингу свободы прессы, за этот год Беларусь была признана самой опасной страной для журналистов в Европе. Что ж, судя по всему, при нелегитимной власти пробивание дна такими сомнительными успехами не ограничится. Только по официальным данным от Генпрокуратуры в стране возбуждено более 4000 уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. Видимо, в рейтинге по этому критерию мы тоже имеем все шансы стать первыми, и пусть ИГИЛ завидует молча. Белорусское независимое издание «Реформбай» провело большое расследование о том, как организован поток нелегальной миграции в ЕС, кто за этим стоит и сколько зарабатывает. По информации издания, некоторые мигранты едут в Евросоюз не самостоятельно, а с помощью контрабандистов, надеясь таким образом попасть через Беларусь в Германию или иную страну ЕС. Стоимость такого сопровождения варьируется от 30 до 85 тысяч долларов. Координация передвижения мигрантов в Литву происходит также через закрытые телеграм-чаты и группы в Facebook, где выкладываются целые инструкции. Например, чтобы иметь больше шансов получить статус беженства, людям советуют уничтожать свои документы. Способствуют нелегальной миграции такие авиакомпании, как Iraq Airways и Fly Baghdad, которые увеличили количество рейсов из Багдада в Минск и уменьшили стоимость туров. Кроме того, белорусским пограничникам отдали устный приказ закрывать глаза на нелегальных мигрантов, задерживать только в тех случаях, когда они совсем наглеют и пытаются пройти чуть ли не через КПП. А тех пограничников, которые все же занимаются своими прямыми
неисполнимыми обязанностями, ловят нелегалов, лишают премий, из-за чего начался большой отток кадров из пограничных войск. Также, по информации издания, сейчас вместо пограничников границу патрулирует еще и спецназ пограничных войск. И вполне возможно, что именно они показывают мигрантам, куда идти. Ссылку на полное расследование мы оставим в описании к этому видео. А тем временем погранведомство Литвы опубликовало новую статистику по задержанным мигрантам. Если в январе было задержано 20 человек, то в июле 2070. Это в 100 раз больше, чем полгода назад. Среди задержанных есть граждане Ирака, Конго, Камеруна, Ирана и Гвинеи. Одной из жертв почти 3 десятилетий правления Лукашенко стал белорусский язык. Об этом говорит отношение к мове, которое демонстрируют на государственных предприятиях. Одна из таких ситуаций произошла на кондитерской фабрике «Слодыч», куда активисты инициативы «Умовы для мовы» направили обращение с просьбой добавить белорусский язык на этикетки готовой продукции. Такая просьба и текст письма, написанный на родном языке, в буквальном смысле оскорбили делопроизводителей предприятия. В своем ответе они пожаловались, что активисты дискриминировали русскоговорящих сотрудников, которые даже не поняли, о чем их просили. В ответе также содержалась ссылка на статью Конституции о дискриминации по языковому признаку. Семейная пара Игоря Случика и Алины Нагорной, написавшая обращение, решила обжаловать этот ответ в прокуратуре. Неожиданно государственная структура встала на сторону активистов и постановила привлечь обиженного мовой сотрудника к дисциплинарной ответственности, а также дать ответ по существу и по-белорусски. В ближайшее время это дело будет рассмотрено в суде. Отметим, что активисты «Умовы для мовы», называющие себя мовными инспекторами, уже долгое время обращаются в различные учреждения с предложениями максимально использовать родной язык. Помимо этого, супруги планируют выпустить книгу «Мова 404», в которой будут собраны 100 историй о случаях дискриминации за белорусский язык. В частности, это история художника, которого 8 часов избивали на Крестина, пенсионерки, которые отказались обслуживать банки, и певицы, которую приняли за украинку. Что ж, как говорил поэт Франтишек Богушевич, не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. Хочу также напомнить, что в четверг на нашем втором канале Маланка Лайв пройдет очередное ток-шоу «Народ спросит», где мы озвучиваем спикерам волнующие вас вопросы. Поэтому пишите в наш чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах, какие именно темы вас волнуют и что следовало бы обсудить с экспертами в первую очередь. Я же прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!